Украина атаковала более 20 регионов России. Масштабный удар по боескладам армии РФ под Мариуполем, а также ответ Великобритании Путину, который говорит о большой войне. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Линия разграничения, демилитаризованная зона и отказ Украины от НАТО. Кандидат в вице-президенты США от республиканцев озвучил план Трампа. Как украинцы отреагировали на эти заявления? Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование. Длительная детонация и паника. Украина нанесла удар по оккупантам под Мариуполем. Что известно о последствиях? Действительно, такой серьезной атаки на Мариуполь, Мариупольский район не было давно. Лукашенко вновь оправдывает себя и свою помощь Путину. Что выдумал на этот раз? Украине помогает 50 государств мира. 50. А России помогает одна. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. ВСУ поразили склады боеприпасов и другие военные объекты армии РФ под Мариуполем. Эту атаку уже называют одной из самых масштабных и результативных. На протяжении нескольких часов люди фиксировали детонацию БК. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в интервью «Нехта» рассказал о потерях оккупантов. Действительно, такой серьезной атаки на Мариуполь, Мариупольский район не было давно. Начнем давайте со вчера, наверное, так будет логично, потому что это примерно одна и та же треугольник, который находится в Мариупольском районе, в приморских селах Милекино, Рыбацкое и Портовское. Давно там россияне чувствовали себя как дома, достаточно большое количество и достаточно большое содержание там складов с боекомплектами. Так вот, вчера ночью прилетело по складу, самое главное, прилетело по складу в Милекино. Кроме того, вчера было поражение еще 2 баз оккупантов, там где они размещены. А сегодня ночью началась вторая атака. И началась она ориентировочно в 12 часов ночи. И сама атака продолжалась примерно 1,5 часа. И был поражен склад, точно был поражен склад в село Глубокое. Детонация была до практически 5:30 утра по киевскому времени. Также предварительно осторожно, наши люди с места говорят о том, что была поражена система ПВО, которая базируется в этом же селе Глубокое. Тем временем в сводках российского Минобороны ни слова о событиях и прилетах в Мариупольском районе. Там вновь лишь сообщение, что РФ уничтожила все беспилотники над территорией России, в частности над Белгородской областью. В целом же Украина уже не скрывает, что имеет дальнобойные дроны собственного производства. ВСУ использует их для атак военных объектов или же НПЗ на территории РФ. По состоянию на сентябрь 2024 года, по информации из открытых источников, Украина смогла достать такие объекты как минимум в 23 регионах РФ. Речь идет как о приграничье, так и целях, которые находятся практически в 2000 километрах от украинской границы. Например, уже были сообщения о БПЛА в Мурманской области, в республике Марий-Эл или же в Кировской области, а также в Татарстане. Напомню, что накануне в РФ заявили, что беспилотники в Мурманскую область летят якобы из Финляндии. В Хельсинки эту информацию опровергли. Позицию Генштаба публикуют финские издания. Заявление о том, что беспилотники были выпущены из Финляндии, не соответствует действительности. Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для предполагаемых действий против России. Россия начала перебрасывать в Курскую область дополнительные подразделения, в частности, из 106-й воздушно-десантной дивизии. Аналитики Американского института изучения войны пишут, что сейчас в планах Москвы может быть развертывание более опытных сил, которые должны поддержать текущие контратаки и контрнаступательные операции РФ на этом направлении. Собственно, только благодаря опытным подразделениям и дополнительной живой силе Россия будет иметь возможность вытеснить украинские войска с российской территории, резюмируют аналитики. Тем временем в Пентагоне на события под Курском отреагировали так.
Мы видели, как российские подразделения начали пытаться провести что-то вроде контрнаступления в районе Курска. На данном этапе я бы сказал, что это, знаете ли, незначительно, но очевидно, что мы за этим следим. Так называемый мирный план Трампа по завершению войны сейчас активно обсуждают как в Украине, так и в РФ. Детали этого проекта озвучил кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Венс. Думаю, что это выглядит так. Трамп садится и говорит россиянам, украинцам и европейцам: вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование. И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так. Есть нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной, которая при этом становится демилитаризованной зоной. Ее очень сильно укрепляют, чтобы россияне вновь не вторглись. Украина сохраняет свой независимый суверенитет. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты. Думаю, что в конечном итоге это выглядит как-то так. Кроме того, Венс говорит, что ни одна из сторон не может воевать вечно. Напомню, что Трамп постоянно говорит о том, что может закончить войну России против Украины буквально за 24 часа. В Киеве неоднократно приглашали республиканцев в гости. Зеленский публично говорил, что хотел бы услышать детали плана Трампа, о котором последние полгода пишет западная пресса. В то же время в украинских медиа и соцсетях люди активно реагируют на данные предложения Венса и вспоминают, что такая линия разграничения уже была после первого вторжения России в 2014 году. Были и Минские соглашения, и все это не помешало РФ вторгнуться в Украину в феврале 2022 года. Кроме того, украинцы пишут о том, что если бы Кремль действительно хотел бы завершения войны, то давно бы вывел российские войска с чужой территории. А что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Собирался говорить о других, а вышел сам на себя. Путин, критикуя неназванных современных политиков, по сути рассказал о своем поведении и дал понять, чего стоит ожидать российскому народу. Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты холодной войны. В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации, преследования то по национальному, то по этническому, то по религиозному признакам. Напомню, в октябре прошлого года в аэропорту российской Махачкалы прошли масштабные антисемитские беспорядки. Их называли еврейскими погромами. Подобные события прошли в Нальчике, Хасавюрте, Черкесске. Причиной стала информация о том, что в РФ прилетели беженцы из Израиля, и поэтому граждане РФ искали евреев даже в турбинах самолета. Это событие стало настоящим мемом. В Лондоне ответили на угрозы Путина о большой войне. Это сделал британский премьер-министр Кир Стармер по пути в США, где уже в пятницу, 13 сентября, он проведет встречу с Джо Байденом. Одной из главных тем для переговоров станет использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по военным объектам на территории России. Стармер, судя по заявлению, считает абсурдными слова Путина о том, что если Киев получит разрешение бить таким оружием по территории РФ, то это изменит суть конфликта и будет означать войну НАТО против России. Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может завершить этот конфликт немедленно. Украина имеет право на самооборону. В ближайшие недели и месяцы могут произойти действительно важные события, как в Украине, так и на Ближнем Востоке. И поэтому нужно принять ряд тактических решений. The Guardian также пишет, что никакой пресс-конференции по итогам разговора Байдена и Стармера не планируется, а сообщения о применении дальнобойных ракет по военным объектам на территории РФ будут озвучены уже постфактум, когда такие атаки будут осуществлены. Путин, Шойгу, Герасимов и Львова-Белова должны быть арестованы, так как уже являются подозреваемыми Международным уголовным судом. И этот суд выдал соответствующие ордеры на их арест. Собственно, вопрос об их аресте был в очередной раз поднят в Киеве, где прошла встреча прокурора МУС Карима Хана и Зеленского. В Украине, напомню, в конце августа был подписан закон о ратификации Римского статута.
Американцы, Черчилль, Сталин обсуждали Нюрнберг, нечто вроде Нюрнберга, когда будет мир. Пока люди умирают, вы настаивали на том, что закон должен быть актуален для людей прямо сейчас. Закон должен быть ощутим, чтобы защищать украинцев, но также должен применяться против тех, кто совершает преступления. Я думаю, это имеет историческое значение. Это чрезвычайно важно. Как ранее рассказывала Нехта, Путина могли арестовать в Монголии, стране, которая ратифицировала Римский статут и подчиняется юрисдикции МУС. Однако власти Монголии этого не сделали, а наоборот со всеми почестями встретили подозреваемого. Накануне МИД Украины объявил демарш Монголии. В Министерстве иностранных дел Украины также заявили, что Киев не оставит такие действия без должной реакции. Лукашенко вновь пытается отбелить свою репутацию и находит все новые и новые объяснения тому, почему помогает Путину, который развязал войну против Украины. На этот раз аргумент самопровозглашенного звучит так. Давайте отбросим сейчас, кто прав, кто виноват. Зеленский часто, сейчас уже молчат, но раньше. Вот, в России помогаете. Меня обвиняют. Я говорю, да, мы помогаем России. Это наш союзник. Украине помогают 50 государств мира. 50. А России помогает одна Беларусь, потому что мы юридически и фактически это должны делать. А Украина что? Она же раньше Запада увела против нас санкции. Ну зачем вы по надуманным причинам закрыли небо для нашей авиации? Зачем для наших гражданских самолетов? Если Лукашенко забыл, то редакция Нехта напомнит, что Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и закрыла свое воздушное пространство после того, как в 2021 году белорусские спецслужбы принудительно посадили самолет компании Ryanair с редактором Нехта Романом Протасевичем на борту. В Украине это событие назвали нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Напомню, уже в сентябре этого года польское издание «Выборча» сообщило, что суд Варшавы заочно арестовал 3 белорусов по уголовным статьям, далее цитата, о захвате водного или воздушного судна и о незаконном лишении свободы. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии мы всегда показываем на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте донаты или становитесь постоянным спонсором канала. Не забывайте также пользоваться VPN для просмотра наших роликов. Инструкция есть в описании. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.